Добрый день, вы на канале Татьяна Мин, Astrology Таро, и это романтический прогноз для всех знаков зодиака на период осени. Сейчас у нас уже скоро октябрь и ноябрь, и вот эти 2 месяца, они будут несколько нестабильными в плане астрологической обстановки. Но, тем не менее, люди встречаются, влюбляются, и сейчас мы посмотрим, где вы можете встретить своего будущего партнера, партнершу, и как могут развиваться эти отношения. Краткое предсказание для всех знаков зодиака, и первый знак – это Овен. Для Овнов очень вероятно встретить человека интересного, особенно если вы женщина, то здесь просто король на троне. Кардинальная луна тоже говорит о том, что отношения с человеком очень серьезным, который занимает какую-то высокую позицию. Где вы можете встретиться? Может быть, это какие-то учреждения. Для кого-то вы уже знаете этого человека. Даже здесь очень вероятные отношения будут развиваться либо быстро, либо сразу же вам человек может сделать предложения какие-то, вместе жить, например, или сразу встречаться. То есть какие-то обязательства сразу могут быть. Если вы мужчина, да, то, возможно, вы не захотите больше искать таких легких романтических отношений, ни к чему не обязывающим. Вы сразу будете позиционировать себя как будущий муж. И вот так будут складываться ваши отношения этой осенью. Но сразу хочу сказать, что, наверное, время не самое благоприятное для того, чтобы жениться, оформлять ваши отношения. Можно тогда подождать лучше до зимы, но определяться, делать предложение, определяться с тем партнером, которого вы хотите, да, выбирать из множества числа партнеров, там, множество, у кого-то несколько. Это да, это благоприятно. А вот уже оформлять ваши отношения лучше с декабря, либо вообще уже со следующего года, потому что сейчас у нас очень много планет идет в ретро-движении, и такая некая путаница возникает. Так, это были Овны. Что карты скажут для знака зодиака Телец? Тельцы, здесь вы, возможно, переживаете из-за чего-то, не чувствуете какой-то защищенности, не чувствуете стабильности в отношениях. Не исключено, что ваш партнер намного как-то эмоционально грубее, чем вы, либо наоборот. Здесь тоже есть вероятность встретить партнера, либо есть вероятность вернуться к тому человеку, с которым вы уже были в отношениях, я думаю, по полной луне. Но также здесь даже больше, наверное, у меня идет энергия почему-то того, что вы либо несколько отдалитесь друг от друга в отношениях, либо этот новый человек, он будет постоянно эмоционально вас задевать за больной. То есть вы не будете чувствовать с ним себя эмоционально защищенной. Сейчас у нас идет такой аспект будет, да, октябрь-ноябрь, это затмение на оси Телец-Скорпион. И вот здесь что-то может вас волновать, кого-то в большей степени, кого-то меньшей. То есть это выбор между работой и карьерой, да, например, сколько времени уделять. Это здесь могут быть и ссоры. То есть если это какой-то новый человек входит в вашу жизнь, то будьте готовы, что он может вас эмоционально очень выматывать. Вот это то, что я сейчас вижу по картам. Но как еще один вариант, да, более такой веселый, плодотворный и счастливый вариант развития отношений, это то, что у вас, может быть, были такие отношения, когда вы даже плакали, переживали, чувствовали себя незащищенной, а сейчас в вашу жизнь войдет такой человек, который будет более яркий, сильный, огненной стихии, и вы почувствуете себя с ним как за каменной стеной. То есть, да, он будет эмоциональный, может быть, какой-то спортсмен, бизнесмен, служащий, военный, там, полицейский, да, даже такое может быть, но он вас защитит, вы почувствуете с ним какую-то защиту. И это тоже как бы отогреет ваше сердце. Так что вот такой для тельцов вариант. Близнецы. Близнецы очень расчетливо могут подходить к отношениям, выбирать. Может быть, у вас будет выбор, может быть, вы будете прислушиваться к тому, что советуют вам другие люди.
Знакомство возможно, но такое, как бы мы вроде бы познакомились, но что дальше, да? То есть вы, может быть, сразу будете требовать от вашего нового знакомства какого-то продолжения, вы будете рассматривать партнера, насколько он перспективен дальше, жизнь с ним, насколько перспективен, из какой он семьи, то есть вот такие. И вы не будете до конца определены, хотите ли вы быть с этим человеком или нет. Мутабельная луна здесь нам об этом говорит, что какая-то неопределенность, но встречи очень возможны, даже возможно, что вы уже знаете этого человека и выбираете, как бы думаете, хотите вы с ним быть или нет. Но я не вижу, что вы решитесь, окончательное решение примете. Скорее всего, тоже это уже будет после осени, ближе к декабрю или в следующем году. Знак зодиака Рак. Раки, вы чувствуете себя не очень хорошо сейчас, возможно, как-то несколько ограничены. Может быть, у вас стало меньше поклонников или меньше общения, или, может быть, вы где-то находитесь, что вы не можете быть в отношениях с партнером, либо как-то что-то, есть какие-то препятствия у вас в отношениях. Может быть, это препятствие в возрасте, может быть, в вашем социальном положении, может быть, ваш партнер слишком строгий, вы и как бы ограничивает вас, да, в каких-то ваших там эмоциональных делах. Но в то же время я вижу здесь новая луна в Близнецах может принести вам цикл общения с каким-то человеком, может завязаться какая-то интересная переписка, которая, много будет с кем вы общаться, но возможно, дальше общение не пойдет дело. То есть вот общение, да, возможно, среди друзей даже, и реальное общение, и виртуальное общение. Но такое впечатление, что будут какие-то препятствия между вами. Может быть, это расстояние, может быть, это работа, может быть, что-то еще, какие-то другие дела. Так что общайтесь, но, скорее всего, уже ближе к зиме, да, вы сделаете, какой-то новый этап будет в этих отношениях. Знак зодиака Лев. У львов здесь, в общем-то, все прекрасно. Здесь тоже знак Близнецы выходит, но уже полная луна. То есть, скорее всего, вы достигнете какого-то соглашения с вашим партнером по поводу отношений. Может быть, вам придется заплатить за это своей свободой, но ту стабильность, которую предложит вам партнер, и вот эта стабильность в отношениях, вы будете, в общем-то, довольны. Хоть и придется вам как бы, ограничить себя в чем-то тоже. Золотая клетка здесь, да, но здесь я вижу любовь, поэтому если вы познакомитесь с каким-то партнером, человеком, то, скорее всего, вы сразу решите жить вместе, быть вместе, либо какими-то обязательствами друг друга связать. Человек может быть обеспеченный, любвеобильный такой, но вас он выберет и захочет, как бы, чтобы вы были только с ним или с ней, да, тут для мужчин, для женщин актуально. Так что у львов, в общем-то, может осень быть очень благоприятная в плане взаимоотношений. Девы, что для знака зодиака Девы? У Дев будет какая-то кульминация. Здесь, возможно, вы испытаете какие-то очень приятные чувства, либо воспоминания с вашим любимым человеком, партнером. Может быть, это будет что-то, что заставит вас пережить какой-то такой приятный опыт. Здесь, скорее всего, я не могу сказать, что это знакомство. Может быть, если вы уже знаете кого-то, то эти отношения дойдут до своей кульминации. Может быть, они перейдут в более интимную фазу отношений, или вы как-то о чем-то очень интимно будете со своим партнером разговаривать, откроете друг друга по душам. Здесь вот такое больше общение по душам. Также не исключено, что вы можете как-то работать вместе, либо ваш партнер будет очень стабильный, вы можете познакомиться на работе или в процессе каких-то ваших хобби. Вы даже можете привлечь в свою жизнь человека, о котором мечтали, да, вот эти визуализации, практики, когда мы загадываем человека, или, может быть, вы просто мечтали о ком-то, и вот что-то такое. По полной луне это когда эмоции, кульминация, решение по каким-то вопросам. Но
это уже как бы, да, потом уже Луна идет на убыль, поэтому я не вижу здесь нового цикла. Скорее всего, или вы уже знаете вашего партнера, или у вас отношения вот именно достигнут до какого-то пика интимности с партнером, который у вас уже есть, либо просто вы будете увлечены какой-то вашей работой, которая занимает и интеллектуально вас, и ваши мысли все будут заняты в этой работе, что вам даже будет не до отношений, не до новых, по крайней мере, отношений. Вот так вот, девы. Весы. Что ждет весов в романтической жизни? Весы. Здесь вы как будто не будете знать, что вам выбрать. Вас будут раздирать противоречия. Но я не думаю, что это будет два партнера. Скорее всего, вы сами не будете знать, что вам хочется. Больше страсти, рока, каких-то таких роковых, я имею в виду, отношений, да, или это будут более чистые, нежные, платонические отношения. То есть как будто бы, может быть, даже у вас здесь будет, вообще-то, да, наверное, может быть, что у вас будет несколько людей, либо вы будете желать в отношениях, и того, чтобы в партнере сочеталось и то, и другое. Понимаете, да, о чем я хочу сказать? Чтобы и страстный он был достаточно, и в то же время на людях, например, и внешне был такой нежный, целомудренный. Но не знаю, сможете ли вы этого добиться, потому что здесь такое впечатление, что и свободы вам одновременно тоже будет хотеться. Здесь новая луна в знаке зодиака Водолея. Водолей – это свобода, какие-то новые друзья, да, у вас, возможно, новые знакомства, но приведут ли они вас к новым серьезным отношениям, этого я не вижу. Скорее всего, вы захотите свободы, и вы захотите вот такой какой-то внутренняя неопределенность будет у многих весов, поэтому такого благоприятного исхода в отношениях я не вижу. Может быть, это продолжение с тем, кого вы уже имеете, может быть, это дружба и флирт одновременно, может быть, кто-то из ваших друзей может как-то проявлять к вам больше романтическую связь, и даже это могут быть у кого-то и тайные отношения, я так могу сказать. Знак зодиака Скорпион. Скорпионы здесь, возможно, пострадали от каких-то отношений в прошлом, и сейчас они идут в новую дорогу, да, в новые отношения, пытаются, возможно, завязать какие-то новые контакты, либо пытаются восстановить контакт со своим бывшим партнером или с тем партнером, который у вас уже имеется. Но в то же время как бы не хочется, наверное, вам к старому возвращаться, но и новое еще чего-то создавать тяжело. Здесь тоже полная луна в знаке зодиака Рыб. И это какой-то новые какие-то эмоции, которые вас захлестнут. Это, кстати, может быть еще тоже тайные отношения, но здесь уже тайное выходит на поверхность, потому что по полнолунию может ваш партнер узнать, что вы были ему неверны. Либо вы узнаете это о своем партнере, либо что-то вот такое вскроется в ваших отношениях. И здесь тоже, здесь тяжелое начало. Если вы кого-то и встретите, то, наверное, только для того, чтобы пережить этот момент, да, как бы, чтобы вам помогли не быть одному, да, в какой-то период в вашем времени. Но насколько они будут дальше плодотворны эти отношения, здесь я не могу сказать. Здесь нужно много общаться, говорить, обсуждать, здесь нужно менять себя. Вот такие, если вы готовы, да, к этому, преодолевая свою боль, снова идти в новую жизнь, при этом еще и как бы эмоционально друг друга поддерживать как-то, да, а не ждать только от вашего партнера, то тогда, возможно, да. А так вообще не все просто у скорпионов. Но, в принципе, наверное, это и закономерно, потому что сейчас же у нас затмения идут на оси Скорпиона, Телец, и у скорпионов вообще много что меняется. И сфера отношений, конечно, тоже. И они сами меняются, вы сами меняете, скорпионы. Поэтому для того, чтобы вам новый цикл отношений начать, наверное, нужно еще что-то преодолеть в старом или какие-то себе сделать усилия, да, так же, как этот человек, вот он, несмотря на то, что у него болит нога на костылях, он все равно идет в дорогу.
Но также и вы, кстати, можете, не проработав еще какие-то свои старые проблемы, уже начать новые отношения. А по полной луне все равно вас вот эти новые страхи, эмоции, которые были в прошлом, подсознательные какие-то, они все равно вас накроют. Так что, ну, надеюсь, что у вас все будет хорошо, скорпионы. Стрельцы. Стрельцы. Здесь, возможно, у вас отношения такого характера, как учитель-ученик, с какими-то назидательными историями. Но в целом вот эта карта, да, она неплохая, но это не совсем равные, наверное, отношения. Может быть, вас привлекают люди интеллектуально развитые, из другой страны. А если вы уже там в более зрелом возрасте, может быть, вас привлекают молодые студенты. И здесь такие как бы полуромантические, отношения учитель-ученик, да, поэтому я не думаю, что они будут плодотворны. Все-таки Луна без курса. Когда Луна без курса, любые начинания, которые мы делаем, не приносят своих плодов. Поэтому в плане романтики, не знаю, может быть, вы выберете человека, потому что вы смотрите на него как на учителя, вам хочется, вы восхищаетесь им, вам хочется от него чего-то научиться, или у него есть какое-то учение. Это, кстати, может быть означать еще то, что вы влюбитесь в какого-то гуру, ну, влюбитесь в плане как бы полулюбовь, полудружба, да, у вас будет какой-то реальный пример перед глазами, вы захотите последовать его жизни, деятельности, вы будете с восхищением на него смотреть. Но такое впечатление, что ни это учение, ни эти романтические отношения не продлятся долго, потому что со временем вы поймете, что, ну, вы просто уйдете. Даже тут не то, что вы поймете, ну, в общем, ничего не выйдет из этой ситуации. Хотя она может казаться вам какой-то очень интересной, перспективной поначалу. Здесь может завязаться общение такое интересное, назидательное. Может быть, это ваш учитель иностранного языка или ученик, да, то есть как бы не просто отношения, но вы чем-то еще вместе можете совместно заниматься, но в романтическую фазу, если это перерастет, то к серьезным отношениям не приведет. Вот так я скажу для стрельцов. Козероги. О, новая луна в Козероге, и тут еще Козерог. Козероги немного загрустили, здесь какие-то депрессивные эмоции. Может быть, вы грустите по каким-то отношениям, может быть, потому что вы одни, много работы, мало отношений. Здесь я не вижу, что, опять же, новые отношения у вас могут начаться. Скорее всего, вы не очень-то этого хотите. Может быть, вы занимаетесь работой. И опять новый виток получит ваша работа, но не ваши отношения. Вы даже можете от этого несколько загрустить, но что я могу сказать? Здесь какие-то тяжелые внутренние эмоции. Дело, конечно, в вас, наверное, потому что здесь у нас уже не раз выходил знак Козерога, да, ну то есть и здесь, и на той, и на другой карте. Поэтому здесь вы как-то очень заняты собой, вы фокусируетесь на себе, но при этом это не приносит вам в жизни радости. Может быть, стоит уже и переключиться на других людей тоже, чтобы как-то выйти из этого заточения. Может быть, вы слишком застыли, какой-то застойный период у вас сейчас в отношениях идет, и вы не можете из этого вырваться, потому что, с одной стороны, работа, с другой стороны, вы уже в депрессии, и вот как-то все вот так вот крутится. Осень вообще время депрессивное, да еще все планеты у нас в ретро-движении, поэтому, конечно, Козероги, вы все еще как-то это. Но новая луна в знаке Козерог, все-таки я надеюсь, что вы обновите себя, потому что Козерог — это вы, это первый дом, там, где у вас находится Солнце, поэтому какое-то обновление для Козерогов явно будет. Ну и плюс ко всему, осень должно быть время, когда там у вас идет 10-й дом, да, вот это как раз работа, но 11-й сектор друзей, поэтому возможно, что вы сами захотите больше общаться с другими людьми. Но я не вижу здесь новых отношений, не вижу много даже знакомств. Здесь вам сначала как-то с самим собой надо разобраться. Водолеи, что ждет водолеев? Водолеи.
вы как будто бы поймете, что вы на самом деле не так-то хороши, как вы представляете себя людям. Либо кто-то вам это скажет, и вы подвергнетесь какой-то критике. Либо вы сами увидите себя со стороны, да тут еще полная луна в Скорпионе. Ну, здесь могут быть разные отношения, может быть, как-то вы выбрали какого-то партнера, который внешне очень вам понравился, но как только вы копнули поглубже в интимные отношения, какие-то переживания, вы поняли, что этот человек вам не подходит, и вы вот подумайте, насколько вы ошиблись. То есть такое очень даже может быть, что внешне очень красивый, популярный, даже в чем-то уважаемый всеми человек, но в глубине не хватает вам глубины отношений с ним. Здесь полная луна в знаке зодиака Скорпион. Это, конечно, да. Либо у вас, может быть, накопилось слишком много негатива из прошлых отношений, и вы все еще тянете это за собой, то вот сейчас как раз осенью это время для того, чтобы избавиться от этого негатива. Может быть, действительно вам стоит скинуть с себя какие-то чрезмерные понты и посмотреть на себя реально со стороны, это поможет вам в отношениях. Но здесь я не могу сказать, что отношения сложатся удачно, только если вы проведете вот такую какую-то работу над собой и критику со стороны партнера, либо друзей будете воспринимать адекватно. А что ждет знак зодиака Рыб в романтике этой осенью? Ну, рыбы, конечно, они поднимутся куда-то очень высоко, новые увлечения очень возможны, да. Вас захлестнет какое-то эмоциональное переживание, вы даже, может быть, оставите какого-то одного партнера. Ну, как оставите? Не обязательно, что вы конкретно разведетесь, там, допустим, конечно, нет, но эмоционально вы будете не с тем. Вы захотите чего-то нового, у вас будут такие переживательные, даже могут быть, знаете, такие настроения меняться. Сегодня слезы, завтра радость. Вот такие перемены в настроении могут быть у рыб по полной луне. И вы у вас будут какие-то очень персональные вопросы, которые вы будете проектировать на вашу жизнь, на ваши отношения с партнером. Может быть, даже вы будете считать, что в партнере какие-то проблемы, а на самом деле у вас какие-то глубокие очень перепады настроения, да, из-за вашего личных каких-то проблем, которые вот желательно, конечно, проработать. Но и вот что, если вы вот в таком настроении начнете новые отношения, то есть они такие будут, все очень нестабильные, стабильности здесь нет, здесь больше мечтания, переживания. Видите, женщина здесь на земле не стоит, она несется в облаках, поэтому также и вы будете куда-то уходить в заоблачные дали. А потом, конечно, когда-то вам придется и приземлиться. Так что вот такое предсказание для рыб на эту осень в сфере романтики. До встречи на моих новых видео. Всем пока!